Русское радиошоу. Друзья, всем привет! Привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей. И я Артур. И сегодня мы будем говорить о музыке. Я не умею петь. И о музыкальных исполнителях. Но самое главное, о концертах, на которых мы бывали или мечтаем побывать. Да, и мы повторим очень хорошую лексику, как мы обычно говорим о музыке. Музыку, конечно, нужно слушать и понимать, и впитывать. Я знаю, что ты очень любишь русскую музыку, в отличие от меня. Но я любит русскую музыку. Я люблю музыку, я люблю музыку на русском языке, и я люблю ее больше, чем ее любишь ты, но я не могу сказать, что я фанат русскоязычной музыки. Расскажи, пожалуйста, кто твоя любимая исполнительница песен на русском языке? У меня есть топ-3, наверное, и многие студенты, кстати, интересуются музыкой на русском языке и даже знают некоторых исполнителей. У меня были студенты, которые... Напишите в комментариях, кого вы знаете. У меня были студенты, которые слушали русский рэп. Вау! Даже носителям языка это трудно понять. Да, я не понимаю. Моя любимая исполнительница Ева Польна. Па-бам! Весь мир на ладони твоей, а я не прошу ни о чем. Это Ева Польна. Я очень ее люблю еще с пубертатного периода. И ты знаешь, во-первых, она сама пишет слова. Она сама пишет музыку. У нее очень красивые стихи. Она, может, еще и поет сама? Она сама поет, потому что она певица, Артур. И вот ты смеешься, а для меня на самом деле ее музыка важна. Это часть, очень важная часть моей жизни. И самое интересное, что для каждого периода моей жизни найдется какая-то песня Евы Польны, и это будет саундтреком. Для меня это лобода. Лобода. Так, мы сейчас переходим дорогу, красный свет, подождем. Мне очень нравится музыка композитора грузинского происхождения, который всю жизнь почти жил в Украине. Это Константин Меладзе. И мне нравится его творчество, и его брат Валерий Меладзе очень известный певец. Конечно, его любят на всем постсоветском пространстве очень сильно. Мне кажется, это такой русский Синатра. Не? Нет, мне кажется, он все-таки немножко другой вайб, хотя, ты знаешь, музыка — это то, что каждый понимает по-своему. Да. И у каждого какие-то свои ассоциации. Поэтому я пообещал, наверное, 3 любимых исполнителя. Пожалуй, все-таки 2. Это Ева Польна, и это Валерий Меладзе, и вообще вся музыка, которую пишет его брат, композитор Константин Меладзе. А что касается, например, моих любимых песен, я человек не молодой. На первом месте у меня Мадонна Frozen. Да. А на втором месте я очень люблю группу Аха. Это норвежская группа. И мне очень нравится их песня The Sun Always Shines on TV. Солнце всегда светит по телеку. Расскажи о своем топе 3 любимых исполнителей. На самом деле очень сложно назвать какой-то топ. Тем более многие исполнители, кого я люблю, это очень нишевые исполнители, о которых вы можете не знать. Но из такого последнего я очень люблю британскую певицу Рэй. Посмотрите, найдите, послушайте ее песни. Если мы говорим о русском языке, я люблю такую позднесоветскую классику. Мне очень нравится Алла Пугачева. Конечно. Мне очень нравится Валерий Меладзе тоже. Но это не постсоветская классика. Нет, это современная русская музыка для тех, кому за 30. Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Эту песню написал Константин Меладзе. Но поет ее Валерий Меладзе. Ее поет Верка Сердючка. И группа Viagra. Я люблю, кстати, группу Viagra и люблю Верку Сердючку. Я могу сказать, что у тебя такой вкус эстета. Да, и я хочу себе такой балкон. Я не могу показать этот балкон, там какой-то дедушка. Русское радиошоу. Концерты, на которых ты был или на которых хотел бы побывать? Я был на концертах очень многих мировых звезд. Это и Бейонсе, и Мадонна. Но я никогда не был на концерте
Аллы Пугачевой. Наверное, ты уже не попадешь, потому что она не выступает, она уехала из России. Да. Бейонсе, а где ты был? В Париже на Стад де Франс в 2014 году. Ты знаешь? И на разогреве у нее была Ники Минаж. А на концерте Мадонны где ты был? На концерте Мадонны я был в Цюрихе. Это был как раз тот период, когда в России арестовали группу Pussy Riot Да. за танцы в церкви. И Мадонна какой-то манифест даже Она сделала манифест и кричала со сцены «Свободу Pussy Riot». Вау. Да. И мы все прыгали, кричали. Глядя на Мадонну, я иногда понимаю, что, наверное, лучше в какой-то момент уже уйти со сцены и просто уже отдыхать. Нет ли у тебя такого ощущения, когда ты сейчас смотришь концерты Мадонны? Нет, я считаю, что возраста не существует. Да, но это смотрится немножко уже комично, Я понимаю на мой взгляд. тебя, я понимаю, но, наверное, у нее есть свой зритель, который ждет ее. Вот видишь, Алла Борисовна Пугачева Пугачева. ушла со сцены, Мгм. и я не попал на ее концерт. Мгм. Не знаю, мне все-таки кажется, я не эйджист, но мы, поклонники, не любим, не всегда, точнее, любим и хотим смотреть, как стареют наши кумиры. Наверное, это просто немножечко откликается в тебе, и ты понимаешь, что ты сам становишься старше. Я нет, я молодею. Я молодею. Позволь тогда молодеть Мадонне тоже. Хорошо. Русское радиошоу. Какая бывает музыка? Вспомним лексику. Во-первых, музыка бывает зажигательная. Это слово очень часто вызывает трудности у студентов. Они не могут понять, что значит зажигательная музыка. Представьте, что разгорается огонь, когда вы ее слушаете. Вау. Очень часто латиноамериканскую музыку Да. описывают именно словом зажигательная музыка. Латинская музыка Да. это самая зажигательная музыка. То есть она такая экспрессивная, энергичная. Как правило, под нее легко танцевать. В вас зажигается огонь. Музыка может быть спокойной. Спокойная музыка. Спокойная музыка, да. Музыка может быть танцевальная. Музыка, под которую хочется плакать. Какая это музыка? Депрессивная, Артур. Депрессивная музыка. Поговорим о стилях. Есть стили, которые я очень люблю. Это поп-музыка. Да. Это Соул. соул нет. Я люблю, кстати, поп-музыку с элементами этнической музыки. Я очень люблю, вот когда в песне есть что-то такое этническое. Я очень люблю инструментальную музыку. У меня почти 50% моего плейлиста на Spotify — это саундтреки к разным фильмам. Современная инструментальная музыка. Твой любимый саундтрек. Давай перейдем здесь. Это Дарио Маринелли, кажется, к фильму с Джулией Робертс «Ешь, молись, люби», если я неправильно назвал его имя, извините. И это музыка Макса Рихтера к фильму «Моя гениальная подруга». Идем, зеленый свет. У меня любимый У меня любимый саундтрек. Господи, Нас чуть не сбили. это музыка Эннио Морриконе, написанная к фильму Джузеппе Торнаторе «Незнакомка». Это очень красивая музыка. Слушай, вообще Эрио Морриконе, он гений. А мне нравится больше его музыка к фильму «Малена». Малена, конечно, с знаменитой Моникой Белуччи. У меня с именами проблема. Какие есть стили? Значит, есть поп-музыка, есть рок-музыка, есть хэви-метал, мы говорим по-русски. Я не люблю. Я тоже. Я не очень люблю рэп. Я могу послушать женский рэп. Мне в целом нравятся ранние альбомы Ники Минаж. Я не люблю кантри-музыку. О, я тоже нет. Я знаю, что эта музыка популярна в Соединенных Штатах Америки, и оттуда она, собственно, вышла. Мне не стыдно признаться, что я не понимаю джаз. Я очень люблю джаз. Иногда, когда ты в красивом ресторане, и там играет легкий джаз, это хорошо. Но пойти... Это лаунж, скорее, музыка даже Иногда может. есть да. джаз, но пойти на концерт джазовых импровизаций, я боюсь, что я там усну. Я не понимаю всемирного феномена Тейлор Свифт. У меня нет ни одной любимой песни у Тейлор Свифт, но она популярна, это факт. Да. Может быть, мы просто старые. Я нет. Какое последнее музыкальное открытие тебя очень удивило, либо вдохновило слушать и слушать это? Это испанская певица Росалия. Это для меня открытие. Ее последняя песня с Бьорк — это бомба. Я клип пересматривал раз
30. Я песню переслушивал раз 100. Ее последний альбом просто потрясающий. Но поскольку наши студенты интересуются русской музыкой, друзья, у меня есть подкаст о песнях, которые вам помогут понять русскую грамматику. Потому что при помощи многих песен можно даже учить падежи. Например, есть песня группы «Фабрика», по-моему. Ее зовут Маша, она любит Дашу. И я часто со студентами использую эту песню, потому что она помогает понять винительный падеж. Любит Дашу, Сашу, Мишу, Колю и так далее. Песня из знаменитого советского фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», если у вас нету тети, помогает студентам лучше понять родительный падеж. Потому что нет тети, дяди, дачи и так далее. Хотя там, конечно, есть вот это слово «нету». Я всегда всем студентам говорю, лучше говорить «нет». Это правда. Не «нету». Нету такого слова «нету». Нету такого слова «нету». Недавно в Барселоне выступала Леди Гага. Что ты о ней думаешь? Я люблю Гагу. Я уважаю ее как, в первую очередь, личность, которая меняет музыку, индустрию, которая защищает права тех, кто нуждается в защите прав. И мне в целом нравится ее сложившийся образ вот как личности. Она все-таки эпохальная певица, которая запомнится и останется в поколении. Она недавно выступала в Барселоне, по-моему, было несколько концертов. 3 или 4, да. Также недавно был концерт Кэти Перри. Мне непонятен ее феномен. Я в первую очередь всегда, наверное, иду за исполнителем, за его образом. И он для меня вот с Кэти Перри не складывается. Я отношусь к ней как к пластиковой, очень такой аккуратной певице. И, возможно, у нее есть очень хорошие песни, которые не откликаются во мне. В завершении нашего подкаста простой вопрос. Например, если человек изучает русский язык и хочет лучше понять русскую душу, что-то вообще понять о русском менталитете, кого бы ты посоветовал? У меня первая мысль — это Алла Пугачева. Да, безусловно. Во-первых, ее творчество охватывает достаточно долгий период. Это правда. И есть очень хорошие произведения, достойные стихи в этих и слова в этих песнях, которые действительно помогут понять русскую душу отчасти. Но самое главное, могут показать красивый русский язык. Особенно если это песни Пугачевой периода 70-х, 80-х годов. Это правда. Это очень красивый, правильный язык. Многие студенты, мои в том числе, очень любят, во-первых, русский рок. Я не очень люблю русский рок. И группу «Кино» Виктора Цоя. Понятно, что это определенный пласт музыки. Это легенда, но во мне, опять-таки, эта музыка не откликается. И во мне тоже. У меня есть студент, который обожает группу «Кино», и он просто мне процитировал песню, даже спел «Перемен». Требуют наши сердца. Мы ждем перемен, да. Музыка помогает в изучении языка. Это правда, правда. 100%. Обязательно напишите в комментариях, какая у вас любимая песня на русском языке и понимаете ли вы ее смысл. И если понимаете, то как? А мы с Сергеем посмотрим и решим, Правильно вы понимаете эту песню или нет. Почему? Потому что в русских песнях, как и в песнях любых других языков, очень много метафор, и это очень интересно. На сегодня все. Изучайте русский язык с удовольствием и с Русским радиошоу. Заказывайте уроки с Артуром или со мной. Артур поет лучше, он вам на уроке еще споет Вы что-нибудь. уже слышали, как я пою? Это ужасно. Я лучше говорю, чем пою. И изучайте русский язык с удовольствием и слушайте песни на русском языке и подпевайте этим песням. Это очень помогает в изучении. Мы вышли на самую туристическую музыку. Мы вышли на самую туристическую улицу. И у нас сейчас могут все это быстро украсть, поэтому мы заканчиваем. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте нам вопросы в конце концов. Пока-пока. Пока.